Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробный обзор. Сегодня я расскажу вам о смартфоне Poco M6. Что это такое, с чем это едят и зачем это нужно? Во-первых, здесь есть мини-джек, во-вторых, инфракрасный порт, в-третьих, экран без шима, притом прямой. В-четвертых, разумеется, Type-C-шник. В-пятых, здесь никакой капли экрана нет, здесь дырка во фронталке. И если говорить об этом смартфоне откровенно, то я сравнивал его с одним из OnePlus. Вы можете посмотреть на канале по съемке видео и фото. И самое ужасное, наверное, для OnePlus, что он в 2,5 раза дороже, но не лучше. Почему? Это, разумеется, не камерафон, разумеется, у него есть просто нереальные какие-то минусы, но огромный его плюс, что практически на каждой распродаже ты можешь взять его за 8 с копейками. Очень даже неплохо, учитывая, что у него и комплект полный, и еще очень много всяких приятных вещей. Смотрим. Напоминаю, 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Условия для розыгрыша просты. Вы подписываетесь на канал с колоколом, на YouTube канал, разумеется. Оставляете любой осмысленный комментарий больше 5 слов. В комментарии либо в описании своего канала указываете свое имя в телеграм-канале и подписываетесь на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. На стримы приходить не надо, все стримы ежемесячно с розыгрышами на канале для стримов. Перейдем же к обзору. Первая причина, по которой стоит обратить внимание на данную модель, это обыкновенный комплект поставки с одной стороны, но с другой, учитывая, что есть производители, которые даже блока питания или защитной пленки на экран не делают. Poco молодцы. С M6 в коробке мы имеем краткое руководство, ключ для извлечения гибридного слота под 2 сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Силиконовый чехол, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и блок питания на 33 Вт. В целом, как вы уже поняли, на первое время все есть. Далее, вторая причина – эргономика и внешний вид. Весит смартфон немало, но в руке не ощущается как игрушка. Его вес 207 граммов. Грани прямые, лежит смартфон в руке удобно, а его габариты составляют 168 на 76 на 8,5 мм без блока камер. Poco M6 можно приобрести в черной, фиолетовой и серебристой расцветке. Дизайн смартфона сдержанный и стильный. Лично мне импонирует внешний вид смартфона. Собран смарт хорошо. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка пластиковая, что стандартно для данной ценовой категории. Далее, третья причина – это часть смартфона, с которой вы будете постоянно контактировать. Разумеется, это дисплей. Poco M6 оснащен IPS-экраном, шим, разумеется, отсутствует, что хорошо сказывается на вашем зрении. Диагональ экрана на 6,79 дюйма, хватит по размеру всем, с разрешением 2460 на 1080 пикселей. Плотность пикселей 396 ppi, по моим замерам в пике 450 люксов. Частота обновления экрана максимум 90 Гц, мультитач на борту, экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Экран имеет адекватную цветопередачу, как для IPS-экрана, четкую картинку и неплохой сенсорный отклик. Для повседневного использования данного экрана будет более чем достаточно. Четвертая причина – процессор и память. Процессор установлен MediaTek Helio G91 Ultra. Техпроцесс 12 нанометров, 8 ядер и максимальная частота 2 ГГц. Да, не особо мощный и быстрый с одной стороны, с другой стороны его для повседневных задач хватает. Графический процессор Mali G52 MP2, оперативная память LPDDR4X и на выбор 6 или 8 гигабайт. Разумеется, лучше 8 брать, но вот внутренняя память была бы типа UFS, но она eMMC версии 5.1 на 128 или 256 гигабайт, что довольно плохо. То есть, разумеется, если у вас есть лишние 3004, лучше покупать Poco M6 Pro. Но с другой стороны, в данной ценовой категории до 9000 очень тяжело встретить тип памяти UFS. Для игр смартфон не лучший выбор, так как он сбрасывает яркость экрана, перегревается, но если говорить опять же о тяжелых играх. В тестах смартфон показал себя стабильно, тротлинг тест 167 гипсов минимум, 176 гипсов максимум и в среднем 173 гипса на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в синглкоре 412, в мультикоре 1397, в 3D Mark Wildlife Extreme 342, Wildlife Extreme стресс-тесте 347 и в принципе в Slingshot Extreme 2591. В Antutu выдал скромные 275 тысяч попугаев, что является некомфортным для использования. Напоминаю, что комфортно хотя бы 400 тысяч баллов в Antutu, но с другой стороны, повторяюсь, что в эти деньги мощнее тяжело найти. Storage тест показал 13 тысяч. Пятая причина — операционной системы и система безопасности. Интерфейс HyperOS на базе Android 14 версии, система удобная, настроек вспомогательных функций и функций для персонализации интерфейса достаточно, система работает хорошо, опять же, для подобного железа.
Разблокировать смартфон можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает очень хорошо, и завести можно до 5 отпечатков пальцев, но при этом можно завести несколько раз один и тот же отпечаток пальца, что уже привычно для смартфонов от Xiaomi. Распознавание лиц срабатывает корректно даже под углом. Зарегистрировать можно до 2 лиц. Летим дальше. Шестая причина — физические особенности. На корпусе M6 можно заметить мини-джек на 3,5 мм и ИК-порт, а для кого-то оба эти дополнения не делают погоды, но по моему опыту ИК-порт спасает в случае отсутствия пульта от того же кондиционера, телевизора или другой бытовой техники. Мини-джек — отличное дополнение, несмотря на то, что большинство людей пользуются беспроводными наушниками, но достаточно посмотреть, что и как народ использует на улице. Очень много людей с проводными. Также я бы хотел отметить, что смартфон не оснащен стереодинамиками, воспроизводит звук в формате моно. Как вы поняли, к плюсам это, разумеется, не относится, но и к большим минусам тоже, потому что у нас есть смарты с монозвуком и за 20 тысяч. Седьмая причина — беспроводные возможности. По связи он имеет Wi-Fi 5 серии, поддержку 4G сетей со всеми бэндами. Связь смартфон ловит хорошо, датчик приближения отрабатывает отлично, что радует. Bluetooth версии 5.4, аудиокодеков на борту достаточно, на экране вы видите список кодеков. NFC-модуль в наличии, на данный момент можно установить спокойно МРП и оплачивать покупки NFC-модулем. По навигации есть GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. GPS-тест показывает точность 2 метра. Восьмая причина — аккумулятор. Емкость аккумулятора 5030 мАч. Смарт поддерживает быструю зарядку до 33 Вт, заряжается от 0 до сотки в среднем за 1 час. В PC-марке смартфон выдал 6 часов 26 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube уходит 7% заряда. В играх за 1 час в среднем смартфон поедает 24%. Данного аккумулятора достаточно для серфинга в интернете и общения в соцсетях. Просмотра видео, да в принципе не только. Девятая причина — камера. Poco M6 имеет основной сенсор Samsung HM6 на 108 мегапикселей с апертурой 1.8, цифровой стабилизацией и максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 30 fps. К слову, я его недавно сравнивал с OnePlus, который стоит в 2 раза дороже. Я бы не сказал, что Poco слил. Макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4, фронтальный сенсор на 13 мегапикселей с апертурой 2.45 и максимально доступным разрешением для видеосъемки 1080p 30 fps. Да, все скромно, разумеется, но работа со светом, цветопередачей и стабильность съемки неплохая. Десятая причина и самая очевидная — это цена, так как на данный момент по соотношению цены и возможностей данная модель однозначно достойна внимания. Да, у Realme есть C67 и подобные, еще много кого, но из прям ходовых брендов он один из лучших. Цену, к слову, можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании к видео. В начале сегодняшней распродажи, которая идет на Али с 19 числа, ценник был 8900. По идее, он должен был бы быть ниже, но вот так. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Этим вы очень поможете проекту. Огромное спасибо за просмотр. Резюмировать я бы хотел довольно просто и не мучительно. Смотрите, покафоны очень часто обманывают на распродажах скидками на Poco X6 и X6 Pro. Идет распродажа, где они обещали 16,5 для Poco X6, 18,5 для Poco X6 Pro. Никто за счет этого не зарабатывает, у Poco нет реферальной программы, но они всех обманули и стали продавать Poco X6 Pro по 19 900. В принципе, хороший ценник, но обидно, осадочек остался. Особенно учитывая, что Realme, кстати, 13 Pro продавали по 23. И вот между этими двумя смартфонами я бы еще подумал, потому что Realme все-таки уже новенький. Если говорить про этот, есть ли у него конкуренты? Конечно же есть. Тот же Realme C67. И еще много всего. Но среди всего этого многообразия, учитывая совокупность факторов, даже несмотря на внутреннюю память, за ценник 18 с копейками, по мне, это лучший вариант. Вы можете меня поправить, можете написать даже третий эшелон в комментариях. Я буду вам безумно благодарен, потому что ультрабюджетники, а это ультрабюджетник, это особая территория, и там вот эти все, допустим, Redmi A3, еще что-то в районе $60 может быть даже очень неплохим. Я очень надеюсь, что вы напишите, что, по вашему мнению, именно до 9000 лучше. Надеюсь, что вы не будете мне писать Redmi 10S, какие-то суперстарые модели. Почему? Потому что они все равно дороже десятки. Вот у вас лимит 9000. Давайте вместе поможем людям, которые ищут до 9000 рублей. В комментариях на что посмотреть. Я вам буду безумно благодарен. Это дело я рекомендовать могу однозначно. Девайсу от меня однозначное да. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, просмотреть скидки. Там OnePlus где-то нас обманули, сделали часы. Допустим, нормальная цена 2R за 18. А вот планшеты дешевыми не сделали. По 37 нужно еще 4 раза подумать, потому что там еще таможня 3000. В общем, очень интересный сейл, он только начался.
Следите, я много чего уже купил, от много чего отказался уже. Будем надеяться, что ценники еще больше дропнутся. Повторяюсь, девайс сюда. Завтра обзор на Mi Band 9 уже глобалки. На китайскую версию Shorts уже был на канале. Добра и удачи вам, дорогие друзья.